Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать цветы из пластика. Покажу, как придать форму и как все собрать. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы, для цветочков, я буду использовать пластик и вырезать вот такие пластиковые заготовки. И часто мне задают вопрос, как же этот пластик называется. Вот я нашла обложку, и здесь написано на русском языке обложки для переплета. Они бывают разного цвета, у меня это прозрачный. Также мне понадобится форма цветочков, ножи. Если у вас нету, можно вырезать вручную, или есть такие дыроколы в форме цветочков. И для оформления мне понадобятся камни, и, конечно, я буду подкрашивать цветы. И для резки я буду использовать шот-машину. Я накладываю пластик, теперь раскладываю формы ножей. Вот у меня тут разного размера. Накрываю второй пластиной и запускаю в машину. Вырезаю. Так, я придерживаю. Вот, я пропускаю один раз и второй раз. Иногда можно пропустить несколько раз, чтобы все вырезалось. Вот туда-сюда. И сейчас покажу, что же у меня получается. Если у вас есть дырокол цветочный, то, конечно, с ним намного быстрее все получается. И вот вы видите, у меня тут уже так, где мой пинцет, чтобы вот вырезались цветочки. Вот они. Все крепко сидит. Вот. Видите, получаются такие немножко надо вытянуть их, но все вытаскивается. И получаются вот такие вот формы. И сейчас начинается самое интересное. Вот таким заготовкам нам надо придать форму. Для этого я буду использовать зажигалку. Я беру зажигалку и буду подогревать лепесток из-под низа. Сейчас я вам покажу. Вот мы подогреваем. Вот вы видите, он нагрелся, и я придаю ему форму. Вот вы видите, что получается. Снова. Только не переборщите. Как вы видите, что лепесток начинает подгибаться, вот сразу его хватаете и придавайте ему форму. Вот вы видите, как пластик плоский приобретает форму. Можно их больше выгнуть, вот так. Можно меньше. Потому что пластик становится теплым, и его можно любую форму ему придать. Это альтернатива цветам из фоамирана. И если украшать бокалы или что-то еще, то это можно мыть. Ничего с этим не случится. Вот вы видите, что у меня получилось. И затем я сделаю цветочек поменьше. Вот у меня тут среднего размера. И сейчас сделаем с вами еще один поменьше. Также можно делать всякие свадебные аксессуары. Вот вы видите, что получается. Если мне надо чуть больше придать форму, вот я нагреваю изнутри и придаю еще форму больше. Вот что получается. Так. И теперь вот этот цветочек. Когда я склею все это вместе, получится. И тут еще будет вот такой маленький. Сейчас пока ничего не видно. Все прозрачное, но будет что-то вот такое. И продолжаю работать над всеми своими заготовками.
Собиралась я покрасить аэрографом, но так как не нашла шланг, то я подклею горячим клеем на картонку все и покрашу краскопультом. Потом клей можно будет убрать. И вот так каждый цветочек подклеиваю. Можно использовать любые краски, даже лак для ногтей. И продолжаю работу. Мои цветочки приклеены. Иду красить. Мои цветочки подсохли, и сейчас я просто их вот, если где-то снимается вместе с картонкой, то ее можно удалить. Вот так подцепить, и она удаляется. Так, зацепилась. Вот, и все почистить. И продолжаю работу. Цветы у меня подсохли. Здесь у меня заготовки в разных цветах, которые я буду украшать. И прежде чем начать подбирать цветы, конечно же, надо прикрепить вешалку. Я под цвета все уже подобрала. И сейчас жду, пока у меня пистолет нагреется, чтобы все подклеить. Так, выбираем лицевую сторону, так скажем. И вот у меня пистолет нагрелся. Теперь я наношу внутри клей и подклеиваю. Зажимаю и, конечно, все даю закрепиться. Я нарезала стразовую цепочку под размер верхушки и теперь склею 3 цепочки между собой. Я наношу клей. Это я делаю не на бумаге, а на пластике. И вот так вот между собой склею 3 штуки, чтобы сразу одновременно мне было удобно приклеивать на колпачок. И даю закрепиться. Теперь я наношу клей на макушку, на колпачок. И приклею сразу 3 цепочки, подводя их к верхушке, а затем подклею еще один ряд с самого низа, чтобы скрыть все неровности. Так, у меня еще не подклеилось, но вот хочется быстрее. Так, сейчас я одну еще доложу сюда. Хочется быстрее, и вот так вот не подклеилась. И вот третью сюда, и все выравниваю. И так как у меня клей уже нанесен, вот я все выравниваю по верхушке. И затем здесь я нанесу и приклею еще один ряд. Обязательно края. Все подклеиваем и даем закрепиться. И теперь нанесу клей вот на вот эти хвостики, которые остались, и также на цепочку. И подклею еще один ряд вплотную. И сейчас вам покажу, как это на другой игрушке. Вот, вы видите, все здесь будет вплотную. Я совсем недавно стала так делать. Именно вплотную приклеивать. И мне так нравится. Пока свежий клей, все можно подогнать. И вот так все получается, все очень аккуратно, чисто и красиво. И обязательно все края все подклеиваем. Так, сейчас нанесу клей, чтобы все между собой держалось. И, конечно, даем закрепиться. Вот что получилось. И прямо вот так берем пинцет и все выравниваем. Каждой заготовке я подбираю цветы, которые сюда, мне кажется, подойдут больше всего. Если вдруг что-то где-то у нас не укладывается,
берем зажигалку и немного подогреваем. И цветок у нас согнется. Вот. И все ровно будет ложиться. Так, я, наверное, неправильно сказала. Все ровно ляжет. Здесь у меня будет вот этот цветок, здесь этот и чуть ниже вот этот цветок. Цветы между собой можно склеить клеем, можно склеить горячим клеем, а можно еще один вариант. Сейчас я вам покажу. У меня это паяльник. И вот так вот можно их между собой склеить. И даю закрепиться. И лучше, конечно, это делать на линейке. Вот я придерживаю. Все такое мелкое, что надо все придерживать. И запаиваю вместе. И даю закрепиться. Для серединок я подобрала камни. И первым делом подклею самый крупный камень в середину. И, конечно, даю закрепиться. И под каждый цвет заготовки я буду украшать цветы, серединочку. Вот здесь у меня будет красная, такие маленькие точечки. Это можно использовать лак для ногтей, любую краску, которая у вас есть. Самое удобное это лак. И вот получается вот так нежно, красиво. Ну и теперь нам осталось добавить страз. Я беру аппликатор с тоненьким носиком и вот так вот наношу маленькие капли клея. И подклеиваю стразы. Работа, конечно, кропотливая, но результат стоит того. И вот так продолжаю работу. Здесь я использую мелкие стразы. 6-й, 4-й, 5-й номер. Вот что получается. И продолжаю украшать цветок. Вот такие цветы у меня получились. Сейчас они высохнут, и я подклею к заготовке. Верхний цветок просто подклеиваем, выбираем место на стразовой цепочке и наносим клей. Даем клею немного закрепиться и подклеим цветочек. Так, неудобно. И, конечно, даем закрепиться. Примеряем средний цветок, отмечаем место, где мы подклеиваем его, и наносим клей, и клею даем немного застыть. Если мы сейчас сразу приклеим, когда клей еще свежий, все размажется и ничего не приклеится. Поэтому даем, чтобы появилась вот такая там липкая, не корочка, а пленочка. Ну вот, проверяю, вот вы видите, ничего не тянется. Поэтому сейчас беру свой цветок, укладываю его и прижму. И, конечно, так, где тут вот, надо придержать, чтобы все подклеилось.
Ну и, конечно, примеряем и подклеиваем второй цветок. Он у меня будет вот здесь. Также даю клею загустеть. Вот что у меня получилось. Я также украсила сосульку стразами, и все смотрится очень гармонично. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.